Lightmatic является одним из лучших модов для строителей, поскольку вместо создания десятка скриншотов, с ней вы сможете спроецировать любую выбранную постройку куда угодно. Материала по этому моду получилось очень много, поэтому я решил разделить его на две части. В первой части рассказ будет идти об основах, но даже тут, возможно, вы сможете найти что-то, с чем не знакомы. Во второй же части находится еще больше дополнительных функций и плюшек, но играющих уже более второстепенную роль. Запись идет на момент версии 1.20, но, как я посмотрел, Lightmatic практически не менялась с момента релиза, так что гайд будет актуален еще долго. Lightmatic. Самое первое, с чем может столкнуться начинающий пользователь, скачавший данный мод, это с тем, что если мы переключимся на русский язык и зайдем в тамошние настройки, то заметим, что тут практически все не переведено. В связи с этим я решил начать с того, что расписал каждый возможный там параметр. И найти все это вы сможете вот в такой телеграф-страничке. Эта страница является логическим продолжением этого гайда, поскольку я не увидел смысла рассказывать тут о каких-то прям супер-ультра специфичных вещах. А все параметры, которые я не поднял в двух роликах, помечены там восклицательным знаком. Кстати, если вы найдете какую-то ошибку или у вас есть что добавить, то пишите комментарии. Тоже занесу их туда. Как и любой другой мод, чтобы установить Lightmatic, вам надо просто закинуть ее в папку Mods, а также дополнительно закинуть библиотеку от этого же автора, Malilib. Не знаю, почему этого мода нет на Modrinf, но на момент видео вы можете скачать его только на CourseForge. Очевидно, что у вас должен быть установлен Fabric или Quilt. Для Forge же пока максимум доступна только одна версия, 1.16.5. Но вроде как порт на более новые версии, как тут написано, планируется. А если вы пользуетесь Optifine, то рекомендуют отключить Render Regions и Fast Render. Чтобы открыть меню Lightmatic, вам надо нажать на английскую букву M. В обычных настройках управления вы не найдете этого параметра. Поэтому, если вы хотите ее сменить, то тут вам надо перейти в категорию Configuration Menu, настройки, на вкладках от Keys, клавиши. И, собственно, OpenGUI Main Menu — это оно и есть. Также вы можете и сразу открыть эту вкладку, нажав сочетание M плюс C. И это сочетание также можно тут поменять. Если же оно вам не нужно, то при назначении клавиши вы можете нажать Escape, и тогда тут выставится нулевой параметр None. Рядом с каждой из клавиш, помимо кнопки сброса Reset, вы можете увидеть еще и вот такую непонятную. Здесь можно подробно настроить, как клавиша будет, собственно, активироваться. Это, наверное, единственная менюшка, где все переведено, если вы переключитесь на русский. Поэтому мои объяснения, я думаю, тут не нужны. Да и, скорее всего, вы вряд ли будете тут что-либо менять. Дальше по ролику я буду нечасто заходить в это меню настроек, а все связанные параметры с тем, о чем я сейчас рассказываю, будут выноситься отдельно в какой-нибудь угол уже на монтаже. Все там же в настройках рекомендую теперь перейти на вкладку Generic, основные, и пролистать в самый низ. Самый последний параметр, ToolItem, позволяет поменять предмет, который будет являться инструментом, с помощью которого, собственно, вы и будете управлять проекциями. И по умолчанию тут стоит палка. Рекомендую поменять этот предмет на тот, который вы будете держать в руках меньше всего, например, деревянную мотыгу. Если что, в таком случае мотыга потеряет свою функцию, и вы не сможете случайно что-то вспахать. Взяв этот предмет в руки, вы увидите, что слева снизу у вас появилась новая панель с информацией, у которой целых 9 режимов. В выживании же вам доступно всего лишь 3, и чтобы переключаться между ними, вам надо зажать Ctrl и покрутить колесико мыши. Или же есть еще другой способ. Вы можете просто открыть основную менюшку и выбирать тут слева снизу. Режим 1. Area Selection. Выбор области. По умолчанию у вас должен стоять простой режим. Simple Mode. Если же это не так, то вы тоже можете поменять его тут в менюшке. Чтобы выделить какую-то область, вам, собственно, надо, держа инструмент в руках, нажать любой кнопкой мыши в одном из углов вашей постройки или территории. А потом уже нажать другой в противоположном. Очень часто бывает такое, что вы не можете без дополнительных колонн или подкопов полностью корректно все выделить. Поэтому на такой случай есть еще один вариант – изменять размеры. Зажав Alt и крутя колесиком мыши, вы можете сдвигать область вдоль направления, в которое направлен ваш взгляд, вперед или же в обратную сторону, что делает функцию выделения еще более удобной. Однако при таком варианте выбранная область будет меняться только относительно того угла, который выделен.
Это можно понять по сплошной заливке. И чтобы выбрать другой угол, вам надо навестись на него и нажать колесико мыши. Если же вы нажмете колесико мыши в любом другом месте, то выделение снимется с обоих углов. И с помощью Alt вы будете двигать уже всю область целиком. Иногда выбрать угол таким способом может быть очень сложно. Например, если он находится где-то очень далеко. Тогда вам надо открыть основную менюшку и выбрать тут Area Editor, редактор области. Поставив крестик напротив нужного вам угла, вы сможете выделить его и, соответственно, сможете манипулировать им. В этой менюшке вы также можете указать и точные координаты для обоих ваших углов, или вовсе телепортировать их к игроку, если вам надо. Текущие же координаты ваших точек и габариты вы можете посмотреть тут слева снизу, на строчке DIM. И еще полезная информация. Нажав сочетание M плюс T, вы сможете отключить функционал Lightmatic для инструмента. На случай, если вам вдруг все же понадобится функционал, например, той же деревянной мотыги. Что делать далее? Допустим, вот, я выделил домик жителя и теперь хочу его сохранить. Для того, чтобы сохранить выделенную область, вам надо снова перейти в меню «Редактор области». Здесь вы можете указать имя вашего выделения, то есть название постройки или территория, и также название подрегиона. Его можете пока просто оставить таким же, как и имя выделения. В простом режиме указания это абсолютно не имеет значения. Однако после смены не забудьте нажать здесь кнопки Set «Применить». Далее просто нажимаете здесь «Сохранить схему», называйте тут ее как вам удобно и снова «Сохранить схему». В таком варианте выделение сохранится как файл схема, и по умолчанию вы сможете его найти в папке Schematics, в корневой папке вашей инстанции сборки Майнкрафта. Если надо, можете даже передать его другу. Ему в таком случае надо закинуть этот файл в эту же папку. Если же вам не нравится место, куда по умолчанию сохраняются схемы, то тут вы можете включить вот эту настройку, и уже вот здесь указать другое место, где теперь хотите хранить ваши схемы. Также для сохранения схемы как файл предусмотрено и свое сочетание клавиш Ctrl-Alt-S. Как теперь загрузить эту схему? Для этого вам надо в очередной раз открыть основное меню и нажать уже кнопку, которая так и называется Load Schematics – загрузить схему. Выбираете здесь нужную вам схему и нажимаете «Загрузить». Тадам! Теперь у нас есть проекция постройки в вашем мире. Правда, скорее всего, она у вас заспавнилась криво рядом с вами и стоит явно не там, где нужно. В меню Loaded Schematics – загруженные схемы, вы можете посмотреть все схемы, которые загружены в ваш мир. Здесь вы можете нажать кнопку Create Placement – создать размещение, и тем самым создать еще одну копию этой схемы в виде проекции. Теперь у меня две криво расположенные проекции дома. И если я зайду сейчас в Schematic Placements, размещение схем, то там я как раз таки и смогу увидеть те самые два размещения. То есть две проекции дома, которые я сделал. Я так, возможно, немного странно рассказываю, потому что вы спокойно можете удалить тут все размещения, и в таком случае схема у вас все так же будет загруженной, но проекций уже никаких не будет. Более того, уже при изначальной загрузке схемы у вас уже тут есть крестик с выбором «Создать ли размещение». Давайте я обратно создам размещение и теперь уже попробуем его настроить. Во-первых, помимо удаления, вы можете просто переключить тут видимость этого размещения, нажимая на эту кнопку. И, во-вторых, тут можно нажать кнопку конфига «Настроить». Здесь находится много всего, но нас интересуют пока что только кнопки Rotation, поворот, и Mirror, отразить, которые, соответственно, позволяют вам покрутить вашу схему или отзеркалить. Как же тогда перемещать постройку? Для этого нам, собственно, снова нужен наш инструмент, и уже второй его режим – Schematic Placement, размещение схемы. Нажимая LKM или PKM, ваша постройка переместится к тому месту, где вы кликнули. А с помощью все той же кнопки Alt вы также можете передвигать ее, но уже более удобно. Как передвигать другую проекцию, если у вас их несколько? Для этого, как и тогда с углами, по нужной проекции вы можете нажать колесиком мыши, и тогда она, соответственно, выберется, и вы сможете двигать ее. Еще как вариант, вы можете кликнуть по нужной проекции в меню размещения схем, и тогда она тоже выберется. Вообще, иногда может случиться и такое, что ваша схема может перестать прогружаться. Например, если вы нажимаете ванильное сочетание клавиш F3 плюс A. Чтобы исправить данную проблему, в схематике предусмотрено сочетание клавиш для перезагрузки F3 плюс M, и у вас все починится. Если что, это не такая же перезагрузка, как здесь по кнопке Reload. О ней позже.
Вернемся обратно к меню настройки проекции. Здесь при желании вы можете зафиксировать проекцию, что заблокирует возможность ее двигать. А также вы можете скрыть сущностей. Иногда бывает, что в схему могут попасть рандомные мобы, и эта настройка как раз может их убрать. Также здесь вы можете мануально перемещать вашу постройку, если указать точные координаты, или же зафиксировать какую-то из осей. И тогда вы, соответственно, не сможете двигать постройку вдоль этой оси. И еще здесь есть вот такая буква R. С русским интерфейсом тут какая-то непонятная стрелочка или глазик. Эта кнопка позволяет вам отключить проекцию, как и эта кнопка. Однако в этом варианте граница все еще останется видимой. Про кубик же расскажу потом. Переместив вашу схему в нужное место, одним из вопросов, которым вы можете задаться перед началом строительства, что обозначает различные цвета в проекции, в которой окрашены блоки. Всего вы сможете увидеть тут целых 4 разных цвета. Фиолетовый означает, что в схеме на этом месте находится пустота, но вне схемы на этом месте стоит какой-то блок. Голубой значит, что требуемый блок не поставлен. Красный — на этом месте находится несоответствующий схеме блок. И оранжевый — на этом месте находится соответствующий блок, но в неправильном состоянии. Другой вопрос, который тоже может возникнуть: а как мне строить, если тут ничего не видно? Иногда бывает так, что блоки могут находиться очень плотно друг к другу. И в таком случае вы абсолютно не можете видеть, что вам вообще нужно ставить. Или еще что-то типа того. Чтобы решить данную проблему, вам надо перейти в настройки мода и открыть тут вкладку Render Layers, отображение слоев. И по умолчанию у вас тут должно стоять All, то есть все слои. Помимо этого режима, здесь вы можете выбрать такие режимы, как Single Layer, один слой, Layer Range, диапазон слоев, и режимы All Below и All Above, все выше или все ниже. На примере одиночного слоя здесь вы можете указать координату, на которой вы хотите увидеть нужный вам слой. А нажимая на вот эту кнопку, вы можете менять акцису, ось, относительно которой ваша координата и будет отображаться. В большинстве случаев оси Y достаточно. Кнопка Set Here же, установить на текущей высоте, очевидно, позволяет установить слой на текущей координате, на которой стоит игрок. Я думаю, с такими режимами отображения перестраивать схему уже станет гораздо легче. Однако этот процесс можно сделать еще более удобным, если использовать горячие клавиши. Потому что каждый раз заходить в эту менюшку, я думаю, не вариант. Нажимая M плюс Page Up или Page Down, вы можете менять режимы отображения слоев. А нажимая просто Page Up или Page Down, вы можете поднимать или опускать слой на единицу. Также есть еще одна клавиша, которая по умолчанию не настроена. Layer Set Here. При ее нажатии слой будет устанавливаться на текущей координате игрока. Я забиндил ее на клавишу Home. Если же вы не знаете, что за такие клавиши Page Up, Page Down и Home, или у вас вообще обрезанная клавиатура, то можете перебиндить эти клавиши на стрелочки. Так делают часто. Или еще куда. Небольшая помарка про режим диапазон слоев. Если нажимать клавиши смены слоя, то меняться в этом режиме будет только ближайшая к вам граница. В меню отображения слоев можно нажать на крестик рядом с нужной границей, и тогда вы будете менять уже ее. 2 крестика тут тоже можно поставить, и тогда теперь двигаться будут уже обе границы одновременно. Еще одна интересная возможность режима отображения слоев. В настройках на вкладке «Основные» вы можете включить параметр Layer Mode Follows Player. С этим параметром текущий отображаемый слой будет меняться вместе с позицией игрока, что местами может быть иногда удобным. Как еще можно улучшить экспириенс строительства? Собственно, как строить, я думаю, мне объяснять не надо. Просто ставите блоки в соответствии с проекцией. Однако тут Lightmatic вам тоже может с этим немного помочь. Если навестись на любой блок в вашей проекции, то справа сверху вы можете заметить, что у вас появилась новая панель с информацией, где указаны характеристики этого самого блока. Это полезно, потому что из-за голубого фильтра иногда может быть не совсем понятно, какой блок стоит в проекции, или в каком состоянии он находится. В случае конфликта тут и вовсе же будут отображаться сразу 2 параметра: ожидаемый блок и текущий блок, что еще более полезно. Возможно, данная панелька может быть для вас не совсем удобной, или вы, возможно, плохо знаете английский язык. Поэтому на такой случай в Lightmatic есть еще одна панелька, которую вы можете вызвать, нажав английскую букву I на клавиатуре по умолчанию. У вас появится вот такая табличка, где расписано все уже гораздо понятнее и с картинками.
Преимущество данной панельки над предыдущей заключается в том, что вы также можете инспектировать с помощью нее и блоки вне схемы. Хотя тут мне вполне достаточно и просто меню F3. И еще одна функция в дополнение к предыдущим. Подсветка блоков в инвентаре, которая по умолчанию выключена. С включенным параметром блоки в вашем инвентаре будут выделяться фиолетовой обводкой, если этот блок соответствует тому, на который вы навелись в схеме. Что еще есть в Lightmatic? Если навестись на любой блок в вашей проекции и теперь уже нажать на колесико мыши, то данный блок переместится в слот вашего хотбара, если тот у вас имеется в инвентаре, что дает вам возможность не залезать туда лишний раз и не искать там этот самый блок. По умолчанию эта функция включена у вас вот здесь, и при желании вы можете ее отключить, если, например, она кажется вам нечестной. А данный функционал вполне можно посчитать нечестным, потому что это немного облегчает строительство за счет того, что у вас просто установлен мод. Но, если нужно мое мнение, я думаю, что это все еще находится в пределах ванильности. Поэтому я бы не стал запрещать это где-либо, и юзал бы сам. Однако в этом моде есть и более нечестная функция, о которой я расскажу уже во второй части, и крайне не рекомендую ее использовать. Дополнительно к функции выборки блоков, здесь вы можете настроить, может ли блок заменять слот, в котором находится инструмент или предмет, имеющий полоску прочности. Рекомендую все так и оставить. А также тут вы можете настроить в целом, какие слоты могут заменяться. Я продлил этот ряд до 9, то есть все возможные слоты. И для выборки блоков есть еще один параметр, который по умолчанию выключен. Он позволяет брать в руку шалкер, если требуемый блок находится внутри, а в инвентаре он отсутствует. Если вам надо, вы можете его включить. Последняя функция, которая тоже может улучшить ваш экспириенс и, возможно, тоже может быть немного нечестной, это Placement Restriction. При включении этого параметра вы больше не сможете поставить блок, который не соответствует схеме. Однако блоки в неправильном состоянии же поставить вы все еще сможете. Скорее всего, это сделано для каких-нибудь Redstone схем. Что по поводу настроек визуализации проекции? Наверное, одно из самых частых сочетаний клавиш, которые вы будете нажимать, это M плюс R. Данная горячая клавиша позволяет вам полностью отключить функционал Lightmatic, в том числе и отображение проекций. Поэтому рекомендую это запомнить или перебинтить. Вообще, в настройках визуализации много всего. Например, вы также можете и по отдельности отключать такие параметры, как отображение проекций, отображение границ, отображение выделения областей или отображение текстур блоков в проекции. Но, скорее всего, вы вряд ли будете их трогать. Однако вот следующие же уже достойны большего внимания. Enable Schematic Overlay. Отключение этого параметра сделает так, что ваша проекция станет выглядеть как реальная, так как все наложения Lightmatic будут отключены. Что, например, позволяет лучше оценить постройку перед ее постройкой. Ignore Existing Fluids сделает так, что если жидкость извне будет попадать в проекцию, то она не будет подсвечиваться как лишний блок фиолетовым цветом, что очень полезно при строительстве под водой. Рекомендую включить. Render Blocks as Translucent. Включение этого параметра позволит добавить прозрачности для блоков вашей проекции, что, очевидно, дает возможность видеть блоки за проекцией. Иногда это бывает очень нужно. Если вы собираетесь использовать этот параметр, то вместе с ним рекомендую включить еще один – Render Colliding Schematic Blocks. После включения прозрачности вы больше не сможете видеть блоки в проекции, которые находятся под водой. И включение последнего позволяет пофиксить это. Однако, к сожалению, это также приведет и к тому, что обводка блоков по какой-то причине теперь станет не такой, так скажем, явной. Вообще, я думаю, что эта обводка в целом не так сильно и нужна. Поэтому, если вы тоже так думаете, то отключение параметра Schematic Overlay Enable Outlines позволит, соответственно, ее отключить. И последний полезный параметр — визуализация. Schematic Overlay Render Through Blocks, который лучше активировать через горячую клавишу. По умолчанию это правый Ctrl. Теперь, нажимая эту клавишу, вы сможете видеть блоки в вашей проекции сквозь блоки вне схемы, что дает возможность легко искать те, которые вы, допустим, случайно пропустили. И, по сути, это весь основной функционал Lightmatic, изучив который вы уже сможете покрыть, наверное, 95% потребностей. Продолжение во второй части.